Покажу тебе 3 разных варианта, как частично закрывать позицию, ну или частично фиксировать прибыль. Первый вариант, как это делать на ПК. Второй вариант, как фиксировать на телефоне, Android, iOS, все равно. Ну и третий вариант, как это делаю я. Да, я не использую первых 2 варианта, позже объясню почему. Здорово, с вами Ненаблюдатель. Погнали! Начнем с первого варианта, как частично фиксировать прибыль с ПК. У меня Binance, я торгую на Binance, но сразу скажу, что в большинстве бирж, ну по крайней мере то, что я знаю, например, тот же Bybit, KuCoin, у них будет похожая настройка. Поэтому вам главное это знать, понять, где что нажать, где что написано. И уже исходя из этого вы можете у себя в своей бирже, если у вас не Binance, можете уже у себя тоже клацать, настраивать, выбирать, ставить цифры и фиксировать. Возьмем пример мою группу. Мою бесплатную группу, я каждый свой вход пишу цели, где я фиксирую. Первая цель, вторая, третья, четвертая и так далее. Чаще всего это 4 или 5 целей. Вот для примера. На монетке GAL USDT. Так выглядит мой сигнал, да, мой вход. Вот здесь вот я заходил, и вот смотрите, видите, вот это вот зеленые пунктирные линии. Это цели. Цель 1, цель 2, 3 и 4. И там, где конец красный, здесь будет стоп-лосс. Все, что на картинке, я прописываю это в текстовом виде. Зашел столько-то, в таком-то месте, первая цель такая-то, вторая, третья и четвертая. Это нужно делать, цели нужно проставлять, вот эти вот частичные фиксации нужно проставлять сразу. Ты только входишь в сделку и начинаешь ставить цели, стоп-лосс, вот эти все настройки сходу проставляешь. Сейчас перейдем в TradingView. Просто, опять же, как для примера. Я вам сейчас все расскажу, все просто пошагово, как обычно, переживу так, что даже самый глупый поймет. Допустим, вот с этого момента я хочу зайти в шорт, да, это тоже GAL, так случилось, что тоже самая монетка, ну пускай, неважно. Допустим, я хочу здесь зайти в шорт, это короткая позиция, вот прям вот здесь вот захожу. Теперь примерно, пускай вот здесь вот будет мой take profit конечный, стоп-лосс, итого получается 3,2% стоп-лосс. И take profit 7%, то есть соотношение take profit к стоп-лоссу 1 к 2. Это более-менее вариант, лишь бы не наоборот было. Дальше, как же ставить цели, как их вообще выбирать? Для удобства я просто беру горизонтальные линии и выставляю. Допустим, здесь я хочу себе 4 цели. Хочу 4 раза постепенно закрыть позицию. Когда будет цена идти в мою сторону, 4 раза будет take profit. Вот здесь вот будет первый take profit. Делаем штриховым пунктиром для того, чтобы мы различали, где у нас уровни, где у нас должны быть take профиты. Вот здесь 1, здесь 2, 3 и здесь будет 4. Теперь обратите внимание на правую часть экрана. Вот здесь вот я зашел посередине, 4.62 это будет первый take profit. Потом 4.54, вот он здесь. Потом 4.46 и 4.37. Если у нас 4 цели, то это получается по 25%. Первая цель 25% позиция закрывается, вторая цель еще 25, 25, 25, итого получится 100%. Теперь я захожу в Binance. Вы можете в какую-то другую свою биржу заходить. Давайте для примера поставлю я 10 плечо. Кстати, да, вот эти вот все проценты, которые я расписал, вот здесь, видите, take profit 6.93%, а стоп-лосс 3.27. Если вы заходите с 10 плечом, это вот эти вот проценты мы умножаем на 10. То есть я ожидаю, что take profit у меня будет 69%, если цена доходит полностью. Стоп-лосс я готов потерять 32% от позиции. Нет, всего депозита. Не вздумайте заходить в сделку от всем депозитом, даже половиной. Зайду на 5% от депозита. Это нормальное соотношение. Я захожу в шорт. Сразу такая вот линия появилась, моя точка входа. Что я делаю дальше? Теперь внимание! Мне нужно проставить 4 цели. Первый take profit 4.620. Захожу в Binance, вот здесь вот цифра и вписываю 4.620. Рядышком поле, нажимаю и здесь у меня появляется 25%. Ну то есть выбирайте сами себе. Мне нужно закрыть 25% позиции. Нажал и теперь жму лимит. Ордер отправлен. Смотрите, появилась линия.
есть линия пунктирная, это мой первый take profit. Второй take profit должен быть на 4.544. 544. Жмем рядышком и тоже 25%. Нажимаю кнопку лимит. Есть второй take profit. Вот он уже появился. И продолжаю так дальше. Take профиты есть, но ни в коем случае не забываем про стоп-лосс. Стоп-лосс тоже обязателен. Это 4.852. Нажимаю карандашик. Стоп-лосс. Точка 852. Подтвердить. И здесь тоже появилась зеленая пунктирная, где у меня будет стоп-лосс. То есть, если сюда цена придет, моя позиция сразу же автоматом закроется. И мой убыток будет зафиксирован. Он не уйдет в ноль, у меня не будет ликвидации. Я забыл, что такое слово ликвидация, потому что я использую стоп-лоссы. А вот эти вот все ваши ликвидация для пацанов, стоп-лосс для лохов и так далее, это вообще, это такая херня, я вообще не знаю, кто такое придумал. Все, ребята, на компе это все. Можно ли не на TradingView делать, а сразу же на своей бирже вот здесь выставлять позиции? Да, тоже можно, просто мне как-то быстрее ориентируюсь на TradingView. Да, здесь тоже можно выбрать короткая позиция, вот здесь вот, допустим, вход, я собираюсь, да, или я там зашел. Вот у меня где-то здесь стоп-лосс, вот здесь вот у меня take profit последний. Здесь тоже можно это все делать. Как частично закрывать позицию, частично фиксировать прибыль на телефоне. Поехали. Ну, если с компом все просто, все понятно, как это там открывается все, то с телефоном тоже все очень просто. Давайте тоже сейчас перейдем сразу же в Binance. Та же монетка GAL-USDT, пускай это будет с пятым плечом, тоже в шорт. Здесь у нас рыночная, и зайду на $27. $27 это меньше 10% от всего депозита. GAL-USDT ставим в шорт. Все отлично, я зашел в шорт. Я буду использовать все те же точки, все те же take профиты, все те же частичные фиксации, исходя из предыдущей, то, что я нарисовал на TradingView. Давайте начнем еще лучше. Давайте поставим сначала стоп-лосс, а потом уже take профиты. Вот здесь нажимаем стоп-лосс, вот здесь вот по центру. Позиция ТП стоп-лосс сверху выбираем. И стоп-лосс какой у нас? 4.852. Да? Да, стоп-лосс есть. Готово. Подтвердить. Все, стоп-лосс есть, можно делать теперь take профиты. Нажимаю справа внизу закрыть позицию. И здесь внимательно. Ну, первый раз очень долго, если ты там никогда раньше не делал. Потом уже просто будет все на автомате будет отскакивать. Там, где тип, нужно выбрать лимит. Теперь мы опять же смотрим на take профиты, которые уже мы проставили. Первый take профит 4.620. Я вот здесь вот беру и вписываю себе, где цена 4.620. Готово. Нажимаю вот здесь снизу на 25%, то есть чтобы при достижении, когда цена дойдет до этого первого take профита, у меня закроется 25% всей позиции. 25. Еще таких будет 3. Подтвердить. Все, есть первый take профит. Дальше. Второй take профит мне нужен. Снова нажимаю закрыть позицию. Снова нажимаю лимит. Цена какая? 4.544. 4.544. Готово. Снова жму 25%. Из позиции будет закрыто. Подтвердить. Есть, подтвердить. Короче, и так далее. Это вы поняли. Теперь смотрите, если присмотреться, вот открытые ордера, 4 стоит циферка. Нажимаем сюда, и здесь у нас стоит наши take профиты, которые я проставил. Теперь, если я зайду, сверху нажимаю на свечечки, и я увижу на графике все свои take профиты, которые, опять же, я проставил. Но я это все не делаю. Теперь поделюсь с тобой третьим вариантом, который делаю я. Как же поступаю я? Частично я делаю все то же самое, что и в первом варианте, то есть я на ПК в TradingView выставляю себе вот эти вот точечки, линии, пунктиры, где у меня будут take профиты. Но вот дальше чутка иначе. Сейчас объясню, почему это так происходит. Значит, смотрите, вот если я проставил take профиты, я зашел в позицию, да, поставил, уже зашел в шорт. В телефоне, либо в ПК-версии сразу же себе ставлю стоп-лосс. Да, бывает, забываю. По поводу take профитов. Я их вручную не выставляю. Я беру в TradingView,
навожу на эту пунктирную линию. Справа вот у меня есть плюсик. Нажимаю добавить оповещение для GAL, USDT, бла-бла-бла. И эта линия стала оранжевой. Это мой первый take profit. И также поставляю себе второй take profit. Тоже здесь будет у меня аларм, оповещение. И здесь тоже будет оповещение. И вот здесь вот тоже будет оповещение. Объясню, для чего это делаю. Даже могу находиться в соседней комнате. Я услышу этот аларм. Такой звук неприятный, капец. Ну, во-первых, когда у меня доходит цена до первого take профита, для этого мне нужно сделать скриншот, сделать пост, написать цифры, как куда пришло, бла-бла-бла, это все нужно расписать. Потому что я своими сделками делюсь в открытой группе, да, в криптохулиганах. А как же я узнаю, что у меня пришел take profit, если я себе заранее проставлю take профиты просто в телефоне? А мне посты-то делать надо, да, во-первых. Во-вторых, мне нужно смотреть, как подходит цена к уровню. Ладно, первый take profit. Второй, уже третий, ты уже смотришь. Ты уже просто, ты слышишь, что аларм у тебя орет, ты приходишь к компьютеру, смотришь такой, ага, цена подошла так. И тут тоже принимаешь решение, допустим, а может быть стоит всю позицию закрыть на третьем take профите? Или все-таки дождаться еще четвертый, понимаешь? То, что вот таким вот образом ты начинаешь уже варьировать. Стоит ли делать так, как я? Не знаю, мне кажется, можно попробовать и так, и так, и так. Как удобно, там уже потом выберешь себе сам. Цена пришла там к первому take профиту. У меня орет ноутбук, я прихожу, смотрю, захожу в приложение, делаю скриншот туда-сюда и закрываю позицию. Каким образом? Ставлю 25%, да, если это частичная фиксация, там, одна из первых целей. То же самое в телефоне, я тоже все показал. Нажимаю 25% и нажимаю по рынку. Все, у меня моментально закрылась часть позиции. В прошлом своем видео я показал, как строят графики за бугром. Ну, в смысле, за границей. Это, конечно, трэш. Вот этот ролик. А с вами был Ненаблюдатель. Покидаса.